Привет, друзья! Сегодня приготовим интереснейший плов в духовке. Плов в духовке или шах-плов, как его называют в некоторых странах, начинается с большого количества подготовительной работы. Первое, что нужно сделать, это промыть и замочить длиннозерновой рис. Посмотрите, какой у меня. И сразу же в воду, в которую он замачивается, добавим соль. Пусть набухает и набирается соленой воды. Также для этого плова нам понадобится изюм и курага. Их нужно замочить в горячей воде. А мы ставим разогреваться большое количество воды, в которой будем варить рис. А пока она закипает, нарежем мясо, курдюк, морковь и лук. Я сегодня использую мякоть лопатки. Нарежу ее средним кубиком. Срежем место печати. Слегка зачистим нашу баранину. В этом месте у лопатки находится жир, в котором находится лимфоузел. Его убираем. Вот еще один. Смотрите, какой большой. Все. Теперь наше мясо готово к работе. Обязательно тщательно удаляйте лимфоузлы для того, чтобы избежать неприятного запаха и вкуса баранины. А у нас тем самым закипела вода, и мы закладываем туда вариться наш рис. Варить его будем 5-7 минут до полуготовности. Очень важно, чтобы нагрев был максимальный, чтобы вода как можно быстрее закипела обратно. Ее также хорошенько посолим, а чтобы рис приобретал красивый цвет и вкус, добавим небольшое количество сливочного масла и куркуму. Кусочек сливочного масла и куркуму для цвета. Пока рис варится, продолжим нарезку мяса. Нарезаем его вот такими небольшими кусочками. Отлично. Мясо у лопатки хоть и с небольшим количеством жилок, но за счет чередования жира и мяса получается очень нежное и ароматное. За это время как раз наш рис дошел до полуготовности. Сливаем его и даем ему немножко постоять в дуршлаге. Посмотрите, какой он красивый. Вот какой красавец. Отставляем пока в сторону и продолжаем нарезать овощи и курдюк. Ставим разогреваться казан, отправляем туда курдюк и медленно его вытапливаем. Пока нарежем лук. Морковку нарезаем соломкой. Отлично, курдюк вытопился, его вынимаем. И отправляем обжариваться мясо. Отлично. Нагрев держим максимальный и обжариваем мясо со всех сторон до румяной корочки. Супер. Понятное дело, что домашний казан не выдает такую же степень нагрева, как если бы мы готовили на огне или на газу. Тем не менее, как только мясо дошло до полуготовности, добавляем к нему лук. И 5 минут обжариваем вместе с луком. Посмотрите, какая красота. Отправляем туда морковь. И обжариваем еще 3 минутки. Ну просто красота. Самое время добавить соль, перец, зиру, чеснок и острый перец. Первым делом все хорошенько посолить. Немного черного свежемолотого перца, зира, красный острый перец и головка чеснока. Наливаем воду. В этом плове большое количество зирвака не нужно, поэтому воды много можно не наливать. Просто потушим под закрытой крышкой наше мясо и овощи еще примерно 10-15 минут. Ну что? Зирвак протомился отлично.
Я переложу его в отдельную миску, так как в этом же казане я и буду запекать наш плов. Но если у вас есть другая глубокая форма для выпечки, то можете сразу переходить к следующему этапу. Отлично, у нас все готово к сборке нашего шах-плова. И мне теперь понадобится лаваш. Из первого лаваша я вырежу круг, который будет верхушкой нашего плова. Вот такой красавец. Выкладываем его в казан и смазываем растопленным сливочным маслом. Теперь весь остальной лаваш нарезаем тонкими полосками, которые укладываем друг на друга. Вот так. И можно срезать вот эти толстые края. И каждую полоску смазываем сливочным маслом. И выкладываем в казан. Внахлёст на первый лаваш. И так полностью покрываем форму лавашом. Если интересно, то на мой казан ушло 3,5 листа лаваша. Теперь выкладываем остальные продукты. Первым у нас идет слой риса. Рис выкладываем равномерно, но ни в коем случае его не трамбуем. Теперь слой мяса. Таких слоев у нас будет 2, поэтому делю ровно пополам. И часть изюма и кураги. Еще один слой риса. И еще один слой мяса. Перчик и чеснок убираем. Изюм и курага. И финальный слой риса. И теперь как одеялом укрываем листами лаваша. Хороший такой казанчик плова получается. Теперь, если у вас есть крышка, закрываем крышкой. Если нет, закрываем фольгой и отправляем запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут. Лаваш должен стать хрустящим, а рис за это время доготовится. Ну что, друзья, время прошло, давайте раскрывать фольгу. Здесь, собственно, ничего не изменилось. Теперь берем какую-нибудь доску или блюдо, переворачиваем наш плов и подаем его к столу. Я буду использовать камень для пиццы. Но разве не красавец получился? Давайте скорее его разрежем. И раскрываем наш цветок. Ну что, давайте скорее пробовать. Плов получился очень красивый и ароматный. Фантастика.